Всем привет! Вы на канале PsyLife, и мы поговорим на тему «Ребенок-флегматик». Как определить, что ребенок флегматик? Какие индивидуальные особенности стоит учитывать при его воспитании и на что нужно больше сделать акцент, чтобы избежать множества конфликтов? Об этом сегодня наше видео. Итак, ребенок-флегматик – это такой спокойный, усидчивый и довольно медлительный малыш, который может часами сидеть собирать кубики, лего, пазлы или рисовать самостоятельно, не отвлекая родителей от их домашних дел. Ребенок-флегматик просто мечта для взрослых, которые хотят получить послушного и порой даже слишком молчаливого ребенка. Он любит тишину и поспать. 10-12 часов будет вполне достаточно. А перед этим будет рад услышать в миллионный раз сказку про репку. Если какую-то реплику вдруг мама или папа изменит или пропустит, то флегматик тотчас же поправит и скажет, как должно быть. Он все помнит. Кормить его отдельное удовольствие. У флегматика практически не бывает неприязни к каким-либо продуктам. Можно накормить как фруктами, бутербродами, кашей с мясом, так и тушеными овощами. Он всеяден. Но кушать он предпочитает только из его тарелки, его ложкой или вилкой, а пить только из его любимой чашки. И если он привык кушать на завтрак вареные яйца, то в ближайшее время перестроить его на что-то новенькое будет очень сложно. С детства обычно бережно относится к своей одежде и к игрушкам. Как таковая аккуратность заложена в его темпераменте. Поэтому для того, чтобы ребенок-флегматик убирал свои игрушки на место, ему достаточно пару раз показать на личном примере, как это делается. Самым эффективным способом будет сделать это вместе с ребенком в варианте игры. Берете вещь в руки и проговариваете: «Носок, зупите-зок». Несете его к законному месту и кладете со словами: «Несу, зупите-зу». «Майка, зупите-зайка». «Раз, два, три, несу, зупите-зу». Так, находясь в игре, ребенок не сможет закрыться в своем внутреннем мире, что особенно свойственно флегматику, и приберет на радость родителям собственные вещи. А главное, что у него выработается привычка: поиграл, убрал на место. Очень часто в садике или во время игр с другими детьми неохотно делится своими игрушками. Когда флегматик чем-то занят, очень сложно бывает привлечь его внимание. Например, чтобы выйти на улицу, нужно быть готовым, что флегматик – это тот ребенок, которого невозможно собрать за 5 минут. Он будет медленно одеваться и на вопросы, где его носочки или шапочка, ответит не сразу. Обычно воспитатели и родители это раздражает, особенно когда нужно придерживаться определенного распорядка дня. В идеале для флегматика была бы идеальная группа из 5 человек, когда воспитательница может уделить каждому ребенку достаточно много времени на сборы. Но в реальности, когда в группе 15-20 человек, флегматик становится тем самым якорем, из-за которого вся группа опаздывает на прогулку, а после и на обед. Чтобы такого не происходило, такого ребенка стоит начать подготавливать заранее. Лучше всего сказать ему за 10 минут до начала сборов, что скоро дети пойдут на улицу. Флегматик спокойно доиграет еще 2-3 минуты, а после положит игрушки на место и сядет на стульчик поближе к коридору, дожидаясь, когда воспитательница скажет: «Все, ребятки, заканчиваем играть и собираемся на улицу». Его можно отправить одеваться одним из первых детей. Он достаточно самостоятелен, чтобы найти все необходимое для прогулки. Просто ему нужно немножко больше времени, нежели другим детям. Тогда и ребенок счастлив, и нервы воспитателей и родителей остаются целыми. Ребенок-флегматик к новым знакомствам относится с опаской. Он сначала присматривается к детям, как те себя ведут, и только потом знакомится. На улице можно пронаблюдать такую картину: к вам идет знакомый навстречу и говорит: «О, какой чудесный малыш! А как нас зовут?» И с вероятностью в 99% флегматик начнет отходить назад, пугаясь, смущаясь и пытаясь спрятаться за спину своего родителя. Получить от него внятный ответ практически невозможно. Но если он эту тетю увидит в 3-й или 4-й раз, то охотно с ней поздоровается. А что касается сада, то привыкает к детям он чуть дольше остальных детей. На это ему может понадобиться от 2 до 3 дней. И даже там он определит для себя около 2-3 деток, с которыми охотно будет общаться и играть, а остальных частично он не будет замечать. Интересно и то, что флегматик долго запоминает правила какой-либо игры, но помнит их наизусть длительное время.
В играх он не особо инициативен, в основном отдает другим детям возможность руководить процессом и выбирать, в какую игру играть. Поэтому нередко ему достаются роли, которые неохотно разбираются другими детьми. Но флегматику и этого вполне достаточно. Он не стремится к лидерству, а любит больше наблюдать за тем, что происходит вокруг. Поэтому иногда может сложиться впечатление, будто им можно крутить-вертеть как хочется более предприимчивому ребенку. Но это до поры до времени. Флегматик по своей натуре не обидчив, но если его сильно задеть, то никакого больше общения с обидчиком со стороны флегматика не будет. Он просто начнет его всячески избегать. А когда кто-то из детей начинает капризничать, топотать ножками, биться в истерике, флегматик искренне удивляется такому поведению. Ему непонятно, почему другой ребенок так себя ведет. И он спрашивает у взрослых: почему? Он-то сам не склонен устраивать театральные сцены каприз родителям. Поэтому очень хорошо, когда взрослые могут ответить, что такое поведение неправильное и нужно говорить о своих желаниях, а также научиться слышать и понимать других людей. Тогда в ходе взросления при конфликтных ситуациях флегматик будет действовать как настоящий дипломат, который может выслушать две стороны и придумать такой вариант, который устроит их обоих. Стоит помнить, что для того, чтобы флегматик не закрылся в себе, желательно в детстве ребенка больше вовлекать в активные виды отдыха. Плавание, рафтинг, дайвинг, велопрогулки, катание на сноуборде, картинг, волейбол, баскетбол, гольф. Если же на это средств не хватает у родителей, то можно давать маленькие поручения. Например, сходить за молоком в магазин или рассчитаться с кассиром в присутствии родителя. Можно попросить флегматика спуститься к соседке снизу, чтобы отдать ключи и тому подобное. Все это делается для того, чтобы флегматик не уходил надолго в себя и впоследствии не стал отшельником. Ну а с вами был канал PsyLife. Если вам видео понравилось, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. А на сегодня, пожалуй, все. До скорой встречи. Пока-пока.